сегодняшнем нашем прочтении актуально приходится совмещать и детей, и семью, и работу. Попасть в хорошем смысле? В хорошем смысле. Где платки и где чемпионат мира по футболу. Платок является... Это ручная работа. Действительно. Поэтому вот такая работа может длиться и год, и полтора. Сегодня с нами Оксана Шевцова, основатель компании «Шелковая коллекция». Небольшое предприятие, расположенное в городе Кольчугино, Владимирская область. Это один из ярких примеров, как небольшая компания в регионе, далеко от Москвы, может стать успешной. Добрый день, Оксана. Добрый день, спасибо за приглашение, очень рады были приехать к вам. Оксана, расскажите о истории создания вашей компании. Нашей компании уже 19 лет. Наш город маленький, город металлургов, и мы решили создать такой женский социальный бизнес, основанный на исторической, культурной такой нашей платформе, и сделали мастерскую по росписи натурального шелка. Сзади нас один из храмов. Скажите, Оксана, что вас вдохновляет на создание ваших коллекций? Действительно, нам повезло, и мы живем в центральной России, это Кольчугино-Владимирская область, и нас окружает древней столицы. Это является, наверное, одним из базовых посылов в нашем творчестве. Оксана, я хотела бы пригласить вас в наш офис, чтобы более подробно обсудить историю создания вашей компании, вашей коллекции, вашу продукцию и возможности, которыми сегодня мы можем предложить вам, наша компания. С удовольствием пройдем, и я покажу вам наши платки, наши новые коллекции и расскажу все, что вас заинтересует. Скажите, само название вашей компании «Шелковая коллекция» говорит о том, что вы выпускаете не одну, а сразу же несколько вариантов коллекций и шелковых, и не только. Расскажите в двух словах о том, что производите, для кого. Действительно, «Шелковая коллекция» – название, которое нам пришло 20 лет назад, вот в радость, в понимание. И мы с удовольствием стали использовать название в своем развитии. Как корабль назовешь, так он и поплывет. И мы не просто стали производить платки или одежду, а именно формировать коллекциями. То есть вот эта тематика коллекции, она постоянно у нас присутствует. Оксана, расскажите, пожалуйста, про этап создания платка от идеи, от вдохновения до готового изделия. Всегда по-разному. Это зависит от того, что мы хотим сделать, чем мы хотим удивить. Если это просто текущая коллекция для продажи, это один рабочий процесс, который идет равномерно и стабильно. Если мы задумываемся над какой-то серьезной такой этапной работой, например, вот барановские ситцы, это очень долгий процесс. То есть приходит сначала идея в голову, что мы хотим сделать, к какой выставке, к какой коллекции мы подготавливаемся. Затем идет долгое и кропотливое изучение истории этого вопроса, потому что, когда делаешь коллекцию такого уровня, нельзя ошибиться или допустить ошибку по незнанию, по некомпетентности. То есть приходится изучать, работать в архивах. И когда вот работаем с историческими такими какими-то темами, огромное удовольствие от того, что вот эти старые бренды, получавшие призы на парижских выставках более 150 лет назад, сегодня, в сегодняшнем нашем прочтении, актуальны по-прежнему и востребованы, и интересом, заслуженным интересом пользуются. Поэтому вот такая работа может длиться и год, и полтора. Какой платок для вас более значимый, более близкий? Возможно, с ним связана какая-либо история, именно личная? Мы производим такое количество платков, что выделить из них любимый или самый значимый, наверное, невозможно, потому что каждый проходит через такое долгое внутреннее осмысление, что, наверное, все абсолютно родные, любимые платки. Как в той пословице, наверное, последний, Какой самый важный? Последний. Последняя у нас коллекция была... Мы делали большую выставку, связанную с промыслами Владимирской области. Мы показали через батик, через платки все наши промыслы Владимирской области. Вот это была попытка осмысления, например, мастерской лаковой миниатюры. Где-то перекликается шелк и лак, блеск, и мы в платках брали сюжеты мастерской лаковой миниатюры, например, или ковровскую глиняную игрушку, или гусевской хрусталь. Вы представляете, как в шелке смотрится хрусталь? И вот это огромный был труд, мы сделали эту коллекцию и получили огромное удовлетворение от того, что наши исконно русские традиции, корни, они абсолютно взаимодополняемы, ими можно напитываться и дальше давать жизнь этой красоте.
Я сегодня тоже в вашем платке шелковой коллекции. Он действительно невероятный как с точки зрения визуальной картинки, так и на ощупь. Как определить настоящий шелк от ненастоящего шелка? Есть ли какие-то секреты для наших женщин? Конечно, секретов не так уж и много. Шелк при резком движении издает свист. И вот этот свист характерен только для натурального шелка. Были ли вы в Париже? Произвели ли вы тот самый невероятный фурор своими изделиями? Потому что они ведь действительно уникальны. Поделитесь вашей такой вот изюминкой, историей, которая близка будет, наверное, каждой женщине, которая носит платки. Как предприятие народных художественных промыслов в составе делегации Владимирской области мы очень порадовали и французов, и русских, которые приходили на встречу, тем, что мы очень тонко, очень правильно поймали вот эту грань между народным, национальным, европейским и просто общечеловеческим культурным уровнем. Оксана, а вы говорили про чемпионат мира по футболу. Неужели и вы со своими изделиями тоже получили частичку солнца и того вот заряда энергетического, в том числе, предложив свои изделия, показав свои изделия туристам, которые приезжали посмотреть чемпионат мира? Вы знаете, наше время сегодняшнее настолько великолепно тем, что ты можешь попасть в самый неожиданный и непредсказуемый проект. Попасть в хорошем смысле? В хорошем смысле, только в хорошем смысле. И чемпионат мира по футболу, где платки, и где чемпионат мира по футболу. Ничего подобного. Мы разработали линейку, коллекцию платков. Так как герб Владимирской области – это лев, то мы взяли льва. Владимир – это была культурная столица чемпионата мира по футболу. Как мы с улыбкой его называли «Лев на шаре». То есть мы взяли футбольный мяч, лев, обыграли эту всю историю, сделали целую коллекцию. И у секретаря ФИФА есть наш платок с нашей историей. Насколько вы видите у себя именно в своей работе потенциал использования инструментов цифровых именно продвижения и увеличения объемов своего бизнеса? Если ты хочешь себя показать, ты должен осваивать интернет, ты должен осваивать все возможные ресурсные площадки, на которых ты можешь выходить и представлять свой товар. Вот в этом смысле для нас первым шагом было это освоение соцсетей, такой, да, бытовой первый уровень примитивный. Мы попробовали, поняли, что это, конечно, здорово, но как-то мы себя уже вроде чувствуем в силе дальше двигаться. Вот Global Rostrade – это, наверное, та площадка, которая оказалась для нас таким учебным, в хорошем смысле этого слова, полигоном, где мы почувствовали свою силу, что это правильно, мы идем правильным путем. Правильно я вас понимаю, что цифровые инструменты и возможности электронной торговли, вот следующим этапом вы видите это уже выход на внешние рынки и возможность представить свой товар нашим зарубежным партнерам? Да, безусловно, потому что это ручная работа, это натуральный продукт, это ручная работа, это изделие высокого художественного уровня. Оксана, и, наверное, в заключении поделитесь, пожалуйста, вашими секретами. Для того, чтобы хорошо развивалась компания, приходится совмещать и детей, и семью, и работу, и свой взгляд на мир какой-то. И поэтому, опять же, живя в небольшом городе, я нашла для себя выход, во-первых, активно учиться, а во-вторых, это активная общественная работа, требующая отдельного внимания к себе. Вот. Спасибо, Оксана, что пришли сегодня к нам и рассказали свою личную историю компании, продукцию, которую вы производите, и опыте, который был для вас успешным. И мы надеемся, что в том числе с помощью площадки Global Rostrade вы сможете увеличить горизонт продаж своей продукции не только внутри нашей страны, но и за ее пределами. Вам спасибо, и я надеюсь, у нас все получится.